В этом видео я расскажу, как быстро выучить русский язык. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Итак, как быстро выучить русский язык? Первое. Лексика – это наше все. Без слов вы ничего не поймете и не сможете сказать, даже если будете знать грамматику. Так что мой совет такой. Учите каждый день по 5-10 новых русских слов. Если вы не знаете, какие слова учить, на моей странице на сайте Patreon есть список слов для 3 уровней – А1, А2, Б1. Также легко и с удовольствием учить новые слова можно на сайте Quizlet. Ссылку на мой аккаунт я оставила для вас в описании к этому видео. На сайте я разделила слова по темам. Переходите по этой ссылке и учите новые слова. Второе. Смотрите фильмы и передачи на русском языке. Но обратите внимание, что они должны быть или очень легкими и понятными, или вы должны были их смотреть уже много раз и помнить, о чем говорят герои. Потому что если вы начнете смотреть что-то сложное и непонятное, то бросите это дело через 10 минут и уже никогда не вернетесь или не скоро вернетесь к этому способу изучения иностранного языка. Знаю по собственному опыту. Так что смотрите что-то легкое или хорошо знакомое. Или посмотрите фильм, передачу на своем родном языке, а через пару дней тот же фильм, передачу, но уже на русском языке. Третье. Находите книги, статьи, блоги, которые вам интересны на русском языке. Например, если вы любите готовить, изучайте рецепты приготовления различных блюд на русском языке. Попробуйте приготовить русские блюда. Интересуетесь русской культурой? Подпишитесь в Инстаграме на страницу какой-нибудь красивой русской актрисы. Читайте и переводите ее посты. Четвертое. Как перестать переводить в своей голове с родного языка на русский? Начните думать на русском языке. Я советую вам это, исходя из личного опыта. Когда я жила за границей и каждый день разговаривала на английском языке, постепенно я начала думать на этом языке. Мне нужно было вести разговор на английском, поэтому я заранее продумывала и подбирала слова для разговора именно на этом языке. Так вы погрузитесь в язык и в скором времени даже можете начать видеть сны на русском языке. Пятое. Тяжело думать на русском языке? Тогда снимайте видео на этом языке. Эти видео не обязательно выкладывать на YouTube или показывать своим знакомым. Просто тренируйтесь говорить. Забыли слово? Пропускайте его или говорите его на своем родном языке. Позже, когда будете смотреть свое видео, найдите то слово, которое вы не знали, посмотрите его значение в словаре, переведите его и выучите. Шестое. Учить язык нужно каждый день, а не время от времени. Если вы будете заниматься языком только, например, по выходным, то в будние дни вы станете забывать то, что выучили. Я, конечно, утрирую, но главная мысль такая. У вас должен быть систематичный и непрерывный процесс. То есть лучше заниматься, учить язык каждый день по 10-15 минут, чем только в воскресенье на протяжении часа. Друзья, если вы будете делать все, что я вам посоветовала, то гарантирую, что уже через 3 месяца ваш уровень станет лучше в 3 раза. Желаю удачи!
Тренировать русский язык каждый день? Возможно ли это? Да. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам, как ввести русский язык в свою повседневную жизнь. Первое. Поменяйте в настройках своего телефона или компьютера родной язык на русский. Лично у меня не было выбора. Когда я жила в Африке, мой молодой человек одолжил мне свой ноутбук, и там все было на французском. Поначалу было сложно, но благодаря этому я выучила много новых французских слов. Второе. Лайфхак от моего американского друга, который изучает русский язык. Когда идете в магазин, составляйте список покупок на русском языке. Так вы выучите много новых слов, связанных с продуктами питания, одеждой, бытовой техникой и так далее. Третье. Читайте посты русских блогеров, например, в Инстаграме и Телеграме. Совместите приятное с полезным. Четвертое. Лайфхак от преподавателей русского языка как иностранного. Составляйте списки дел и планов на день на русском языке. Ведите ежедневник на русском языке. Пятое. Читайте книги на русском языке. Комментарии к видео на YouTube или постам в Инстаграме на русском языке. Шестое. Пишите комментарии к моим видео на YouTube и постам в Инстаграме на русском языке, а не на английском. Седьмое. Когда едете в транспорте, стоите в длинной очереди, смотрите по сторонам и пытайтесь перевести предметы, которые вы видите, на русский язык. Хорошо, если у вас под рукой будет блокнот, в который вы сможете записывать слова, которые хотите выучить, а потом смотреть в словаре их перевод на русский язык. То есть записали слово, перевели на русский язык, выучили его. Восьмое. Переписывайтесь с другими людьми, изучающими русский язык, на русском языке, а не на английском или любом другом. Пишите друг другу письма на русском языке, составляйте небольшие тексты на русском языке и проверяйте друг друга. Девятое. Смотрите видео на YouTube и фильмы на русском языке. Десятое. Слушайте русскую музыку. Друзья, это были мои советы, а вы можете написать свои в комментариях к этому видео. Мои подписчики часто спрашивают: я давно учу русский язык и понимаю русскоговорящих, но не могу говорить сам или сама. Что мне делать? Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна, и сегодня я расскажу вам, что можно сделать, если у вас такая проблема, как вы понимаете русский язык, но не говорите на нем. Первое. Зачастую у вас много информации и знаний, но нет практики. К сожалению, ваши знания в таком случае могут проявиться только в стрессовой ситуации. Как ее создать? Вы можете начать вести свой блог или записывать видео на русском языке. Для этого вам никто не нужен, а практика есть. Найдите тему, в которой вы хорошо разбираетесь, и дерзайте. Второе. По возможности разговаривайте, общайтесь с носителями языка. Если вам непонятны какие-то слова или фразы, не стесняйтесь переспрашивать, так вы учитесь понимать и говорить. Третье. Если не можете найти носителя русского языка, общайтесь с другими людьми, которые учат русский язык, переписывайтесь с ними. Вы можете делать это в моей группе в WhatsApp, где помимо заданий я также размещаю шутки и объясняю сленговые выражения. Членство на сегодняшний день стоит всего лишь $10 в месяц. Также можете попробовать общаться с другими людьми в моей группе на Фейсбуке,
а это вообще бесплатно. Когда я жила в Африке, то начала переписываться на одном сайте с другой девушкой, которая, как и я, изучала английский язык. В итоге оказалось, что она тоже живет в Беларуси и тоже в Минске. Более того, всего в одной остановке от моего дома. То есть практически соседка. Она так же, как и я, учительница и родом из города, где родилась моя мама и где живет много моих родственников. Стоит ли говорить, что мы с ней подружились и дружим до сих пор, несмотря на то, что 2 года назад она переехала в Америку. 4. Курсы разговорного языка. Такие легко найти, их много, и для этого не обязательно ехать в Россию. В Минске я ходила на подобные курсы по английскому языку. Это очень эффективно. 5. Путешествуйте в страны Восточной Европы. На иностранных языках здесь говорит не так уж много людей, так что русский язык вам точно пригодится. Подытожим. Ведите дневник, блог, видео на русском языке. Общайтесь с носителями языка. Общайтесь с другими людьми, которые учат русский язык. Ходите на курсы разговорного русского языка. Путешествуйте в страны Восточной Европы. Друзья, это были все мои советы. Надеюсь, они вам пригодятся. Как всегда, вы можете написать свои в комментариях к этому видео. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна, и сегодня я дам вам несколько советов, как быстрее научиться понимать русскую речь. Первое. Общайтесь на русском с другими изучающими русский язык или смотрите блогеров на YouTube, которые говорят по-русски, но этот язык для них не родной. В своей речи они используют более простые фразы и выражения, говорят медленнее, чем носители языка, раздельно произносят слова, они говорят фразу или целое предложение, как одно слово, глотая при этом звуки. Примеры того, как быстрая речь искажает звуки. Антон и Саша гуляли по парку. Антон и Саша гуляли по парку. Антон и Саша гуляли по парку. На улице дождь и снег. На улице дождь и снег. На улице дождь и снег. Название книги «Скотный двор». Название книги «Скотный двор». Название книги «Скотный двор». Конечно, затягивать с прослушиванием медленной речи не стоит, иначе вы не сможете понимать естественную речь и воспринимать нормальный темп, но для начала это очень даже неплохо. Второе. Говорила уже много раз, но повторю. Слушайте и смотрите своего любимого блогера. Если он или она говорит слишком быстро, на YouTube есть функция «Скорость воспроизведения». Выберите медленный темп речи. Через какое-то время вы станете понимать медленную речь, а потом сможете смотреть видео на нормальной скорости. Третье. Путешествуйте туда, где люди говорят на русском языке. Но будьте готовы к тому, что в странах, где есть другие государственные языки, помимо русского, многие люди будут иметь немного другое произношение, чем россияне. Но не забывайте, что и Россия – огромная страна, и в разных ее частях русские имеют разное произношение, так как есть влияние диалектов. Например, в Беларуси и Украине люди, живущие в деревнях и маленьких городах, не будут говорить на чисто русском языке. У них будет акцент, и они могут употреблять некоторые белорусские, украинские слова. Также я заметила, что в других странах, например, в Молдове и Литве, люди, которые говорят на русском языке, но он им не родной, могут неправильно употреблять некоторые конструкции.
Из наиболее используемых я имею. Например, я имею брата, я имею деньги, я не имею времени. Правильно, у меня есть брат, у меня есть деньги, у меня нет времени. С неодушевленными предметами не так смешно, но я имею брата звучит по-русски вульгарно. Глаголы иметь, поиметь, отыметь с одушевленными существительными значат воспользоваться кем-то в сексуальном или материальном плане, использовать, обмануть. Например, здесь все друг друга подставляют и пытаются поиметь, то есть обмануть и использовать в своих интересах. Или, например, такая конструкция: «Имел я его», значит, мне на него наплевать. Возможно, вы слышали другие странные конструкции. Если так, напишите их в комментариях к этому видео. Подытожим. Общайтесь на русском с изучающими русский язык. Смотрите видео на медленном темпе. Общайтесь с носителями языка. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня я расскажу вам, как быстро выучить русский язык. Первое и самое главное, у вас должна быть цель, которая бы мотивировала вас изучать русский язык. Но не призрачная, вроде «когда-нибудь я устроюсь на работу, где мне пригодится русский язык», или «когда-нибудь я поеду в Россию в путешествие, поэтому неплохо было бы начать учить русский язык». Цель должна быть реальной. Например, у меня есть русские друзья, и я хотела бы говорить с ними на русском языке. Или я работаю в международной компании, где мне нужно знать русский язык. Или через пару месяцев я еду в Россию, и мне нужно срочно научиться объясняться по-русски. Второе, но не менее важное, вы должны заниматься каждый день, пусть и понемногу. Во-первых, это войдет в привычку. Во-вторых, так более эффективно, чем заниматься по выходным. Я, кстати, сама когда-то пробовала заниматься английским по воскресеньям. Сначала я занималась час, потом полчаса, потом я делала это через выходные, а потом и вовсе забросила. Это же мой выходной. И мне хотелось отдохнуть, а не забивать свой мозг целый час разной информацией. Третье. Найдите канал на YouTube на русском языке. Этот канал обязательно должен быть вам интересен, чтобы вы хотели понимать, о чем говорит блогер. Также можно найти интересные фильмы на русском языке, современные или советские, и смотреть их с субтитрами и без них, пытаясь понять, о чем говорят герои фильма. Из советских фильмов можно посмотреть «Приключения Шурика», там много разговорной лексики, да, и серии очень смешные. Вам они точно понравятся. Из современных фильмов «Питер ФМ», но он для уровня А2 и выше. И другие. Список фильмов, которые я советую для просмотра своим студентам, вы можете найти на моей странице на сайте Patreon. Ссылку на пост с перечнем фильмов я оставлю для вас в описании к этому видео. Конечно, смотреть и понимать фильмы очень сложно, поэтому я советую вам начать с каналов на YouTube на русском языке. У меня также на сайте Patreon есть перечень каналов, которые я советую к просмотру. Также, если вы любите музыку, то можете слушать русское радио. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Четвертое. Читайте книги на русском языке. Не обязательно русские. Например, вы можете прочитать на русском языке серию рассказов Роба Скоттона «Котенок Шмяк». И вообще, мне кажется, лучше начинать с книг для детей. Они написаны более простым и понятным языком. Например, рассказы Николая Носова. Вообще хороших авторов много. Список детских книг, которые я советую к прочтению, вы также найдете на моей странице на сайте Patreon. Там есть не только перечень этих книг, но и рабочие ссылки,
перейдя по которым вы сможете читать эти книги онлайн или скачать их. Пятое и самое приятное. Путешествуйте. Не обязательно в Россию. Вы можете посетить любую из бывших советских республик. Там обязательно найдутся люди, говорящие на русском языке. Например, в Беларуси, Украине или Казахстане. В Беларуси вообще все люди говорят на русском языке, ведь он один из государственных языков. Шестое. Найдите друга-носителя русского языка и общайтесь с ним или с ней по скайпу. Я знаю, найти русскоговорящего друга непросто, но ничего не выходит у того, кто ничего не делает. Так что дерзайте, и у вас обязательно все получится. Друзья, если мои советы были для вас полезными, ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями, которые также изучают иностранные языки. Не забудьте подписаться на мой канал. Если у вас есть свои советы, как быстрее выучить иностранный язык, обязательно делитесь ими в комментариях к этому видео. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня я расскажу вам, как учить новые русские слова легко, быстро и с удовольствием. Самое простое и приятное, что вы можете сделать, это слушать свои любимые русские песни. Если песня вам нравится, вы будете слушать ее несколько раз в день, и это очень хорошо. Переведите ее и напевайте или подпевайте исполнителю. Новые слова, которые есть в песне, сами отложатся у вас в голове. Плюс вы сможете таким образом разрабатывать свой артикуляционный аппарат и тренировать произношение. Также вы можете просто включать какие-либо новости или фильмы на русском языке. И пусть это будет лишь фоном. Не обязательно вслушиваться в речь и переводить каждое слово. Вы заметите, что через какое-то время вы начали многое понимать из услышанного и выучили новые слова. У меня это заняло 3 месяца, когда я начала учить французский язык. Иногда вы можете услышать в потоке речи какое-то новое слово, и вам захочется его перевести. Или вы можете услышать знакомое слово, но не помнить его значение, и вам захочется посмотреть перевод этого слова в словаре. Таким образом, ваш словарный запас будет пополняться. Также вы можете слушать своего любимого русскоговорящего YouTube-блогера. Когда человек вам интересен и нравится, вы обязательно захотите понимать, о чем он говорит. Например, вы интересуетесь астрологией, медициной, сферой бьюти-индустрии или политикой. Слушайте блогера, который ведет канал по нужной вам тематике. Так вы быстро выучите необходимые вам термины. Друзья, это были все мои советы, а вы можете написать свои в комментариях к этому видео. Здравствуйте, друзья! В этом видео я хочу поделиться с вами способами, которые помогут вам выучить иностранный язык быстрее и говорить на нем правильно. Это способы, которые использую я сама, а также советы моих знакомых и друзей. Первый совет, его мне дал мой знакомый. Почаще думайте на иностранном языке. Размышляйте, как бы вы выразили эту же мысль на русском или другом иностранном языке, который вы учите. Второй совет – найти друга, носителя языка, с которым вам будет интересно общаться. Если человек вам не интересен, то ничего не получится, и ваше общение быстро сведется к нулю. Поэтому ищите человека с похожими интересами и увлечениями. А внизу, в описании к этому видео, я оставлю для вас ссылку на группу в Фейсбуке, где вы можете попытаться найти себе собеседника. Третий совет – найти друга по переписке.
Так вы сможете тренировать свои умения и навыки по грамматике русского языка, а также пополните свой словарный запас. Я, например, переписываюсь с одной француженкой. Привет, Бланш! Четвертый совет – лучше заниматься меньше, но часто. Я имею в виду, что лучше заниматься 15 минут, но каждый день. Я, например, каждое утро, когда собираюсь на работу, смотрю видео на английском и французском языках. Наверное, поэтому я постоянно опаздываю на работу. Пятый совет, который лично мне очень помогает, это слушать радио той страны, язык которой вы учите. Так вы сможете окунуться в атмосферу этой страны. Я, например, очень часто слушаю французские радиостанции. А внизу, в описании к этому видео, я оставлю для вас ссылку на русские радиостанции. Также я считаю, что если у вас достаточно хороший уровень B2 и выше, вы можете слушать или смотреть по телевизору мировые новости на иностранном языке. Я так делала, когда жила в Габоне. Это были все мои советы. Если вы с ними согласны и считаете, что они работают, ставьте мне лайк. Если у вас есть свои варианты, обязательно пишите их в комментариях к этому видео. Нам всем будет интересно их почитать. Не обижайтесь. Но вы правда думаете, что если напишете любому русскоговорящему человеку «Привет, как дела? Я хочу практиковать с тобой русский язык», то он вам ответит «Привет! Конечно, я буду счастлив потратить на тебя часы своего времени. Просто так, лишь бы у тебя была практика». Признайтесь, правда? Вместо этого лучше сначала подумайте, что вы можете предложить этому человеку. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал. Итак, как же найти носителя русского языка, который захочет практиковать с вами этот язык? Первое. Языковой обмен. То есть человек вас учит русскому языку, а вы его какому-нибудь другому языку. Вы можете попробовать найти русскоговорящего друга в группе на Фейсбуке Easy Russian общение с иностранцами. Второе. Друзья по интересам. Найдите на русском языке на YouTube каналы, которые вам интересны. О русской культуре, о косметике, о политике, о жизни в России, о чем угодно. И пишите комментарии к видео на этих каналах. Так вы сможете практиковать свой русский язык, а возможно и найти там русскоговорящего друга с интересами, подобными вашему. Третье. Услуга. Например, вы можете предложить русскоговорящему ютуберу переводить его видео на ваш родной язык, а взамен он будет общаться с вами на русском языке. Четвертое. Охота за туристами. Да-да, попробуйте найти в своем городе русскоговорящего туриста и предложите ему побыть его гидом, а взамен он будет общаться с вами на русском языке. Не можете найти туриста в баре, ночном клубе или на улице? Идите в музей, в магазин сувениров. Пятое. Канал на YouTube. Начните вести на YouTube свой канал на русском языке. Его будут смотреть русскоговорящие люди, с которыми вы сможете переписываться, общаться, а возможно даже станете друзьями. Но не забудьте, сначала вы предлагаете услугу или помощь, а потом получаете их в ответ. Только так это будет работать. Удачи вам!